Всем привет! В этом видео мы разберем историю Паладинса, историю развития карт от самого зарождения до сегодняшних дней. В этом видео я собрал почти все, что я знаю о старом и новом Паладинсе, и оно уникальное, аналогов которому на данный момент нет ни на русском, ни на зарубежном ютубе. Приятного просмотра! Небольшое отступление. YouTube, думаю, вы знаете, придумал главы для удобной навигации по видео, но у меня какой-то особенный канал, на котором эта функция не работает. Вот список всех тайм-кодов. Почти то же самое будет в описании. Так что если YouTube все починит, то вы увидите главы на таймлайне. Видео получилось интересным, но долгим. Так что для навигации используйте тайм-коды. Раньше в Паладинсе были просто гигантские карты. Их было несколько, и каждая карта имела свое название. Всего их было 3. Это летняя, зимняя и лесная. После этого прошло не особо много времени, и пришли различные обновления и патчи. А с ними эти карты порезали на более мелкие и добавили понятие локации. Говоря простым языком, была большая карта. Ее разделили на более маленькие кусочки. Адаптировали их, то есть добавили отсылки, об этом я расскажу чуть-чуть позже, и объединили в группу, то есть локацию. Теперь, я думаю, будет понятно. Когда я буду говорить «старая карта», я буду подразумевать прошлую большую версию карты. Локация будет означать группу карт, которые сейчас есть в игре. И когда я буду говорить «бета», то в большинстве своем я буду подразумевать закрытую бету. Ледниковая крепость. Эта локация состоит из 4 карт. Ледяная часовня, ледяные шахты, снежный перекресток и морозная пещера. Раньше большая их часть была одной картой. И мне стало интересно, как же все-таки они были связаны. И получилось довольно интересное сравнение. Но, во-первых, естественно, отличались спавны, как снаружи, так и внутри. Во-вторых, на ледниковой крепости сразу присутствовали 2 карты. Это ледяные шахты и ледяная часовня. Вот тут видно, что Иви находится в ледяных шахтах. Далее она идет и попадает к центру ледяной часовни. И для меня это было прям неожиданно. Теперь на этом месте стенка. Вот тут тоже видно переход между часовней и шахтами. Я не буду сравнивать прям какие-то мелкие детали, а то видео будет очень-очень долгим. Пройдусь только по основным отличиям. Например, вот тут игрок едет со спавна до ледяной часовни по дороге, которую уже удалили из игры. Сохранились статуи, ледяная комната, пещера, ледяные блоки, здания. А это второй вход в ледяную комнату. Сейчас на ее месте в ледяных шахтах стоит здание. В этой комнате раньше было 3 окна, но теперь их 2. Раньше перед обрывом была деревянная конструкция, которую со временем почему-то убрали. Это все отличия, которые я заметил. Также, что меня очень поразило, так это интересный подход к звуку в игре. Например, если мы находимся на открытом пространстве, то голос диктора находится близко к нам. Как только мы заезжаем в здание с куполом, то в голос подмешивается эхо, как в реальной жизни. И это прям мое почтение. Не знаю, наверное, это бы мешало во время игры, но я бы не стал вырезать эту фишку. Теперь я предлагаю немного углубиться в историю патчей. 30-й патч. В нем решили поделить большую летнюю карту, о которой мы поговорим после зимней. А уже в 31-м патче разделили зимнюю карту на 3, а точнее 4 карты. И Hi-Rez поступила довольно креативно, добавив отсылки на каждый из них. Например, если мы подойдем на ледяных шахтах к обрыву, то на противоположной стороне увидим ледяную часовню. А если с ледяной часовни подойдем к обрыву, то увидим ледяные шахты. Мне захотелось взглянуть на эти карты вблизи. Для этого мне пришлось зайти в режим наблюдателя. Об этом я рассказывал вот в этом ролике.
Мы подлетаем и видим уменьшенную, урезанную копию ледяной шахты. Самое интересное, что тут сохранился вот этот лифт. Его не вырезали, хотя сейчас его нет. На уменьшенной версии сохранились основные здания, постройки, точки для груза. Теперь давайте посмотрим на ледяную часовню с ледяных шахт. Ну, во-первых, статуй гораздо больше. Здесь их 6, а на обычной карте 4. В старой версии тоже было 6 статуй. Слева и справа можно увидеть 2 крана и 2 лифта. Возле купола находились 3 статуи птиц с каждой стороны. Вот тут сначала я даже не догадался, что это спавн. На этом скриншоте мы снова можем увидеть эти деревянные постройки, которые удалили. Пока я изучал ледяную часовню, то заметил, что за ней есть забор. Наверное, его использовали как шаблон во время разработки карты. Ну, вроде как с ледяными шахтами и часовни разобрались. Но на записях была еще одна часть ледяной карты. Называлась она «Ледниковая крепость». Вот смотрите, Пип едет с ледяных шахт до ледяной часовни. А с ледяной часовни до ледниковой крепости. И эта карта до сих пор присутствует в игре. Ее можно увидеть в режиме наблюдателя как с ледяной часовни, так и с ледяных шахт. Сохранились заборы и лифты. Очертания карты. Дороги для груза. Силуэты комнат. Со временем доделали спавн и добавили вот эту конструкцию. То есть карту сделали самостоятельной. Ее мы можем увидеть в трейлере на официальном канале Паладинса. Не знаю, зачем потребовалось удалять эту карту, по-моему, она была неплохой. После разделения карт в игру была добавлена комната с порталами. Механика была такая. В начале каждой игры рандомно выбиралась одна из карт. Матч начинался, все игроки входили в портал и телепортировались на карту. После проходил один раунд. Если вы умирали, то снова появлялись в комнате. Входили в портал и снова появлялись на карте. После окончания раунда всех телепортировало обратно в комнату. Далее выбиралась следующая карта, и все это проходило до тех пор, пока одна из команд не победит. Механика довольно интересная, но ее использовали разработчики скорее всего потому, что на тот момент они не успели доделать спавны. Кстати, Hi-Rez готовит реворк ледяной часовни. Будет интересно взглянуть, вырежут ли остатки ледяной крепости или нет. Хотя по скриншотам мне кажется, что да. Так. Пока я записывал это видео, разрабы выкатили презентацию и ПТС. Я зашел на него, посмотрел на новую ледяную часовню. Изначально все хотелось снять в режиме наблюдателя, но игра не захотела работать с этой картой, поэтому пришлось все записывать вживую. Насчет отсылок я оказался прав. Их удалили. Удалили ледниковую крепость. Также удалили ледяные шахты. Это поначалу меня расстроило, но я стал изучать карту дальше. По идее, вот тут должен быть каньон, и он остался, но теперь он почти растаял, как будто наступила ранняя весна. Дальше после каньона должна идти карта ледяные шахты. Но за место нее просто горизонт. После этого меня очень порадовали спавны. Просто посмотрите, что было и что стало. Меня это прям очень обрадовало. На них мы можем увидеть вдали новые отсылки. На первом спавне есть кораблики, домики, статуи.
Если мы выйдем со спавна, то тоже можем увидеть эти же домики и кораблики. И это прям классно. Также есть вот это здание. Со второго спавна мы можем увидеть тоже дома, лодки. Такое же здание. Но есть еще дорога, которая ведет от спавна до какого-то или города, или группы домиков. И мне прям стало интересно, неужели Хорес добавит лор для этой карты? Но пока ничего нет. По центру мы снова можем увидеть статую, кораблики, домики. Но еще на карте есть знакомые статуи. Медведь, филин, лиса, пингвин. Но еще появилась новая. Это кит. Возможно, эта карта будет связана с китами. Не зря же растаял лед. Ну и последнее, что я заметил, это флаг. На нем изображено дерево, которое есть как на спавнах, так и рядом с центром. Если обобщить все вышесказанное, то карта мне понравилась. Несмотря на то, что удалили отсылки, потому что добавили новые. Ну ладно, давайте продолжим видео. У нас осталось из этой локации всего 2 карты. Морозная пещера. К сожалению, ее тоже выпилили из игры, потому что она предназначалась для другого режима с грузом. И карта прям красивая, видно, что над ней старались дизайнеры. Я думаю, это не так сложно переделать ее под обычную осаду. Но из-за простого нежелания, этой карты больше нет в игре. И последняя карта – Снежный перекресток. На ней вдали находятся те же конструкции, что и в карьере между ледяной часовней и ледяными шахтами, но за ними ничего нет. На спавне присутствует небольшой водопад. Точно такой же был в пещере в ледниковой крепости. Ну и на этом все. Теперь давайте перейдем к локации Остров Храмов. Остров Храмов. Она состоит из острова лягушек, водопада Ягуара, змеиного пляжа, первобытного двора, скрытого храма и учебного храма. Теперь давайте перенесемся на карту водопад Ягуара. Подойдем к обрыву и естественно увидим карту Змеиный пляж. Кстати, раньше Змеиный пляж был в дневной версии, но в 38-м патче разработчики решили сменить время суток. Ну и естественно, мне захотелось посмотреть на нее вблизи. И карта скопирована прям... мое почтение. Прям достаточно хорошо, по сравнению, например, с ледяными шахтами. Я решил сравнить обычный Змеиный пляж, тот, который сейчас в игре, и его уменьшенную копию. На мой взгляд, это одна из самых проработанных карт из всех. На официальном канале Паладинса есть видео, посвященное разделению карт. И в нем показывается пролет от водопада Ягуара до Змеиного пляжа. Сами разработчики намекают нам о том, что эти карты находятся в одной локации. Теперь давайте взглянем на водопад Ягуара со Змеиного пляжа. Здесь уже карта не такая детализированная. Вот тут зачем-то растянули текстуру, хотя за ней остались остатки от карты. Также вдали есть острова. И в уменьшенной версии они проработаны, на них есть пальмы, колонны. А в обычной версии ничего такого нет. Со временем Змеиный пляж немного изменился. На тот момент берег был гораздо меньше. Вот тут убрали деревянную раму. Лестница была направлена в другую сторону. Здесь тоже была лестница и стенка.
В этом же здании был проход, но его удалили. С водопада Ягуара и со Змеиного пляжа видно еще один остров. И это остров лягушек. И он сделан так, не особо детализированно. Во-первых, сохранились спавны, границы карты. Во-вторых, остались очертания дороги для груза. Ну и вот это я даже не знаю, как описать. Просто взяли картинку и растянули. Разработчики, наверное, думали, что в эту сторону особо никто не смотрит. Поэтому, скорее всего, это сделали так, просто, для галочки. Или же из-за оптимизации. А вот с островом лягушек все обстоит гораздо печальнее. Если вы помните, то раньше была старая версия этой карты. Вот там-то и были отсылки на Змеиный пляж, водопад Ягуара, были острова с пальмами и колоннами. А сейчас это все порезали и убрали, скорее всего для оптимизации, чтобы Паладинс пошел даже на мультиварке. Сейчас на этом месте, где должны были стоять карты, снова растянута огромная текстура. Еще я там нашел черный куб. Для справки, такие кубы находятся под каждой картой и могут быть абсолютно разных цветов. Я узнал у своих друзей, которые имели опыт в разработке игр, и скорее всего такой куб отвечает за появление груза. Ну, то есть удалили карту, а кубик оставили, но он точно не с острова лягушек. Там под картой свой куб. Теперь давайте поговорим о старой большой карте. Во-первых, она была самой первой картой в игре. Во-вторых, на ней была экспериментальная зона, о которой я расскажу чуть-чуть позже. И также были части знакомых карт. Например, центр водопада Ягуара. Змеиного пляжа. Также была точка, окруженная колоннами, которые сейчас можно увидеть на Змеином пляже. Такой эта карта была до 30-го патча. После него было принято решение раздробить все карты на более мелкие. И с островом храмов произошло то же самое, что и с ледниковой крепостью. Добавили комнату с порталами. Только теперь в комнате было 3 портала. И они телепортировали на водопад Ягуара. Змеиный пляж. И остров лягушек. Base that is completely blocked off from the world. With a portal in front of you that will take you to 3 distinct areas. В следующих патчах эту фишку убрали, потому что к тому времени уже доделали спавны. Теперь давайте переместимся в 2015 год. Паладинс только-только представили, и на тот момент была всего лишь одна карта – остров храмов. Она делилась на зоны, и у каждой из них было свое название. И среди них была одна особенная, которая называлась город. Вот так выглядела эта карта сверху. Вот город, а это остальная часть карты. Все-таки город выглядит прям... Мое почтение. Как будто взяли Змеиный пляж и выполнили в стиле старого рыбного рынка. А, да, раньше Пип умел стрелять быстрее и умел бегать как Виктор. Пока я искал информацию о городе, наткнулся на вот этот вот пост. Это были прототипы немного другой карты, но в общем они достаточно похожи, выполнены в одной и той же стилистике. Скорее всего, эту карту мы уже, к сожалению, никогда не увидим. Следующим на очереди идет первобытный двор. Он тоже претерпел множество изменений. Поменяли центр. Теперь он стал гораздо больше. Вот эти дымоходы, да, это дымоходы, из которых идет дым снизу, логично. Теперь расположены по-другому.
Далее вот этот порог был гораздо выше, и ты не мог обратно вернуться на базу. Костер был просто огромный. А вот эта табличка до сих пор есть в игре. Также был гудок. Он означал, что круг сужается. Теперь его можно услышать в Рейм-рояле. Еще на карте были кустики, и многие на сегодняшний день считают, что их полностью удалили из игры. Но это не так. Об этом я расскажу в лесной локации. Изначально первобытный двор предназначался для режима выживания. В начале каждого раунда команды сражались между собой без возможности возродиться. При этом карту окутывал туман, который сужался к центру. И матч длился до тех пор, пока одна из команд не наберет 5 очков. Из этого режима разработчики сделали еще один. Назывался он Victorious. Смысл его был точно такой же, но по дефолту выбирался Виктор у всех. Но этот режим долго не продержался, и его удалили из игры. Последняя на очереди карта — скрытый храм. Потому что разбирать учебный храм, то есть стрельбище, смысла я не вижу. Это была небольшая карта, выглядела она довольно интересно. Если вы смотрели трейлеры к чемпионам, то могли ее уже видеть. Она была в трейлере с Дрогозом. Ну ладно, давайте перейдем к следующей локации. Зачарованный лес. Он состоит из рыбного рынка, лесопилки, аванпоста и карты для обучения. Большую часть зачарованного леса перенесли на рыбный рынок. Во-первых, его центр прям очень похож на постройки около спавна у рыбного рынка. Далее слева от центра находилась вот эта первая, большая часть рыбного рынка. И она очень похожа по стилистике на рыбный рынок до ремейка. Сохранилась лодка, очертания карты. Кстати, эта лодка была еще в городе. Вот она. Вот она же, только это вид сверху. После ее перенесли в зачарованный лес, а потом и в рыбный рынок. Но, к сожалению, после ремейка убрали. Далее справа от центра находилась вот эта вторая часть рыбного рынка. На ней были вот эти таблички. После их перенесли на рыбный рынок, но сейчас их нет. Также на ней располагалась башня с часами. Похожая башня сейчас находится на карте для обучения. Она же была на вот этом вот постере. И на вот этом тоже. Лесопилка. На этой карте никакой визуальной связи, как, например, с ледяной часовней и ледяными шахтами, я не нашел. Но зато мне удалось найти ее старую версию, когда она еще только-только вышла. Сможете ли вы найти отличия? Слева старая карта, а справа новая. 3, 2, 1. The battle has begun. Ну, во-первых, вот в этом здании раньше была небольшая комната. Но сейчас на ее месте закрытая дверь. Мне показалось, что ее удалили. Но я зашел в режим наблюдателя, выкрутил гамму на максимум, и оказывается, что там эта комната до сих пор есть. Ее не удалили. Также раньше не было берега, и на его месте была стена. Это было как с левой, так и с правой стороны. Еще был вот этот проход,
Сейчас на его месте двери и какие-то коробки. Ну и конечно же он сохранился. Вход решили закрыть просто дверями, а удалять из игры не стали. Внутри сохранился флаг и свечка, которая стояла на столе. Ну и в конце вот этих вот стенок не было. Конечно, это все классно, но блин, я не могу закрывать глаза на то, насколько это кривая карта. Вот смотрите, на всех персонажах, которые умеют летать, например, Дрогус, Андроксус и так далее, можно попасть за текстуры. Для этого выходим со спавна и взлетаем прям вот в этом месте. Это работает как со своей, так и с вражеской базой. Например, можно спрятаться и устроить засаду. Вот еще одна прям крупная недоработка. Я даже понятия не имею, как ее допустили разработчики. Если вот в этом месте мы взлетим, то увидим точно такой же сине-белый квадрат, что и на спавне. Эти квадраты расставлены по всему периметру карты. Жалко то, что хайрезы даже не постарались его спрятать. Его можно увидеть в обычном режиме. И еще последняя фича. Вверху на крышах есть балконы, и некоторые из них пустые. В них, например, можно спрятаться в полете и не получать дамаг. Также Hi-Rez готовит ремейк лесопилки. Будет интересно взглянуть на обновленную карту. У нас остались две карты, которые очень похожи друг на друга. Это аванпост и локация для обучения. Вообще, раньше локация для обучения была отдельной полноценной картой, но после ее почему-то переделали в локацию для обучения. Вот сравнение этих карт. Например, вдали мы можем увидеть постройку с водяной мельницей. Точно такая же находилась и вот тут. Nice. Your next ability. Слева старая карта, справа локация для обучения. Но самое интересное на карте для обучения — это кустики. Они остались в игре, и их не удалили. И даже в самом обучении об этом говорится. That enemy came from the stealth grass. Champions inside the stealth grass cannot be seen from the outside. Пока я записывал это видео, то пробовал настолько много времени в обучении, что меня отключило от моей учетной записи. На самом деле можно просто отключить и включить интернет. И когда я закончил обучение, то словил баг или фичу. Я уже честно запутался. Во-первых, ID матча был 0. Во-вторых, игра у меня на русском языке, но некоторые слова были на английском. И самое интересное находится в разделе со статистикой. Вот я, то есть Виктор. Вот Инь, потому что она была помечена как союзник. А вся красная команда — это Андроксусы. А вот колод или какого-то закупа не было. Аванпост. Эта карта очень похожа на локацию для обучения, но всего лишь с двумя различиями. Во-первых, было ночное время суток. Во-вторых, отличались спавны. С одной стороны, она похожа на лесопилку. А с другой она гораздо больше. Пространство было просто огромное. И можно было обойти команду, которая везет груз, с любой стороны.
И снова эту карту удалили, потому что удалили режим, для которого она изначально создавалась. Смысл этого режима был такой. Первая команда обороняется и должна провести груз от начальной до конечной точки. А вторая команда должна им помешать. При этом она приходит по времени раньше. На официальном канале Паладинса есть различные туториалы, посвященные игре. И среди них есть скрытое видео. И в нем как раз рассказывается про удаленный режим. Ссылку на него я оставлю в описании, в разделе «Источники». Но я не понимаю, зачем нужно было скрывать этот ролик, ведь на канале есть видео с более старым геймплеем. Или, например, со старыми картами. Их почему-то не убирают, а это видео скрыли. Пока я искал информацию, наткнулся на сайт датамайнеров, где пользователь с таким ником достал мини-карты из файлов игры. Самое главное, что это произошло достаточно давно. Я сразу узнал большинство карт. Это остров храмов, зачарованный лес, аванпост, ледниковая крепость, первобытный двор, скрытый храм, морозная пещера. Но там еще были незнакомые мне карты. Скорее всего, это концепты, которые никогда не воплотятся в реальность, а может быть и появятся в игре. Я не знаю. Также на этом сайте я нашел странную анимацию уничтожения карточек. Наверное, она была связана с сундуками. Раньше можно было открывать сундуки и получать из них карточки. И если они уже повторялись, то заменялись на эссенцию. И возможно, эта анимация была одним из вариантов уничтожения дублированных карточек. Замок Перекрестных Ветров. Состав у него такой. Торговый район, каменная крепость, архивы магистрата. Но, во-первых, если мы на каменной крепости подойдем к обрыву, то увидим внизу домики. Если в архивах магистрата подойдем к обрыву, то тоже увидим домики. Также на обеих картах были ворота. Только в архивах магистрата они были до ремейка. Также до ремейка был мост, но потом его убрали. За этими картами находилось какое-то большое здание. Получается, внизу стоят домики. Далее идет какая-то гора или возвышенность. На ней находится каменная крепость и архивы магистрата. Они соединены мостом, который идет либо напрямую, либо между ними находится еще одна карта, которую пока что еще не представили. В трейлере с Корвусом мы могли ее уже видеть. Вот каменная крепость. А это неизвестная карта. На Вики мне удалось найти прототип или каменной крепости, или фрагменты из локации. Торговый район. Если на нем мы посмотрим вверх, то увидим каменную крепость. Вот, например, спавн. Вот разломанный наконечник от башни. Скопированы все крыши, стекла в зданиях, деревья. Вот здесь, например, точно такая же разломанная конструкция, что и в обычной версии карты. Получается, на возвышенности находится каменная крепость и архивы магистрата, а снизу находится торговый район. В 70-м патче за место экрана загрузки была неизвестная карта. Также ее можно увидеть, когда отсутствует предложение дня. Ее же мы могли увидеть на главном экране, в окнах. Скорее всего, она находится рядом с торговым районом. Возможно, это уже почти готовая карта есть у разработчиков, и возможно, они когда-нибудь ее выпустят. Будем надеяться. Еще в этой локации на всех картах разбросаны статуи, которые выполнены в одинаковой стилистике. Это опять же указывает на то, что они находились в одной локации. И еще один интересный факт. На каменной крепости есть колокола. Они издают звон при попадании в них. Далее у нас идет предпоследняя локация. Карьер. В его состав входят две карты. Это каменоломня и обитель мастера.
Эта локация появилась уже после разделения карт. С каменоломни мы можем увидеть обитель мастера, а с обитель мастера – каменоломню. Каменоломня скопирована очень хорошо. Сохранились все постройки, центр, выступы. Но, к сожалению, вот этот механизм отсутствует, а внутри ничего нет. Также отсутствует вот эта стенка. Нету ни лавы, ни огня. На месте спавнов тоже ничего нет. Но с каменоломни обитель мастера выглядит не так радужно. Во-первых, на уменьшенной версии нет пола. Но оно и понятно, зачем он там, если мы все равно эту карту можем увидеть только снизу. Во-вторых, на копии центральное здание находится прям впритык к стене, а в обычной версии расстояние гораздо больше. Также само здание находится в скале. Теперь давайте перейдем к последней локации. Бездна. Эта локация состоит из бездны, шпиля бездны, это карта из ивента Восстания Фурии, и трона. Ну, сюда можно еще включить карту Порт Мародеров. Ведь Дредж при жизни создал для себя убежище в этом порту. А в лоре говорится о том, что корабль Дреджа затонул, и он подписал сделку с бездной, чтобы восстать из мертвых. А это место никто не может найти, считают, что это, вероятно, магия бездны. На всех картах, думаю, вы замечали, что в отражениях используется статичная картинка. Это называется, но я могу ошибаться, карта окружения. Это такая большая панорама, которая используется за место отражения, чтобы не нагружать систему. Также еще может использоваться кубическая карта окружения. Или же просто картинка, как, например, на лесопилке. Так вот, если на карте бездна мы подлетим вплотную к любому объекту, который якобы отражает окружающий мир, то увидим внутри карту шпиль бездны. Выглядит это интересно, но, наверное, эту отсылку мало кто заметит. Только единицы. Точно такое же отражение есть и на порте Мародеров в Кристалле. Также на этой карте есть отсылки к истории Дреджа. Вообще по лору он был пиратом и побывал в разных частях королевства. И свозил к себе кучу золота, в том числе золотые статуи. Как раз их мы и можем увидеть по центру карты. Например, статуя ягуара из водопада ягуара, статуя женщины и птицы из каменной крепости. А на крюке мы можем увидеть дракончика из скина драконорожденная Моджи. Я думаю, это отсылка к лору и синематику. В трейлере Дреджа Моджи была со скином драконорожденная. И возможно она была как-то связана с драконами. А по лору Дреджа покарали драконы. И типа есть какой-то смысл, но его и нету. Интересно, что ты думаешь по этому поводу? Напиши об этом в комментариях. Теперь давайте отмотаем все назад и вернемся к тому моменту, когда я рассказывал про город. Вы же про него не забыли? На нем раскиданы одинаковые статуи моряка. Это я определил по знаку якоря. И возможно, она является молодой версией Дреджа. Что? Опять? Ну вот смотрите, вот статуя, вот молодая версия Дреджа. Ну а вот уже Дредж, восставший из мертвых. Ну, по крайней мере, они очень похожи. Возможно, у Хорезов уже были планы на Дреджа в далеком 2015 году. Ну и напоследок мне бы хотелось рассказать про историю груза. Как он менялся. Поначалу был огромный пейлоад с 3 пушками, и цель команды была захватить точку, довести груз до базы врага. После пушка выстрелами должна была разрушить 2 вражеских стены. При этом она имела шкалу здоровья, и противники могли ее разрушить. После произошло разделение карт, и понадобилось что-то более компактное. И разработчики решили создать небольшой груз, который наполнен золотом. Он двигался по рельсам, а задача команды была довести груз до базы врагов. И оттуда его забирал дирижабль. И для меня это было такой же неожиданностью, как и связь карт. Прям вау. После его убрали,
а потом он перекочевал в игру Realm Royale. Со временем его изменили, и сейчас он выглядит по-другому. Ну и последний редизайн — это тот, который сейчас есть в игре. Это груз доверху заполненный взрывчаткой. И вот тут у меня большой вопрос к разработчикам. Какого черта? Ладно, можно было понять пушку, смысл которой был в разрушении обороны, чтобы потом персонажи забрали золото, которое лежит на базе врагов. И после матча оно начислялось тебе на аккаунт. Ладно, можно было понять груз, доверху набитый золотом. Персонажи отвозили, возможно, или награбленное, или свое золото, чтобы, наверное, дирижабль отвез его в безопасное место. Но теперь груз доверху набитый динамитом, бомбами и каким-то фейерверком. Они... Или наемники, что ли? За подрыв вражеской базы команда получает золото. Я в недоумении. Куда свернула ХРС? Что произошло? Напиши в комментариях. Обращал ли ты когда-нибудь свое внимание на груз или нет? Просто ведь об этом никто не задумывается. И самое главное, об этом нигде официально не написано. Ни на официальном сайте, ни на вики, ни на форуме. В Твиттере я нашел очень классного чела. Он занимается блендером, паладинсом, модельками и так далее. Так вот, оказывается, в файлах игры до сих пор есть старые пейлоды. И даже стенка. Наверное, ХРС хранит их на черный день, потому что если бы они были не нужны, то их давно бы удалили из игры. Еще раз оговорюсь, Паладин стал примерно таким, как он есть сейчас, примерно в сентябре 2016 года. И с того момента прошло немало времени. Ну и какой же Паладинс без багов? Разумеется, я словил довольно интересный баг. Вот смотрите, когда мы запускаем игру, проходит 3 этапа авторизации. Ну, по крайней мере, я их так называю. Первый этап. Вы заходите в свой аккаунт, но у вас еще нет доступа к системе. Второй этап. Вы уже подключаетесь, и у вас есть доступ к системе. И третий этап – это когда вы уже полностью зашли в свой аккаунт. Так вот, если во время второго этапа успеть запустить локальную демку, то произойдет баг. Во-первых, на экране загрузки ничего не будет. Например, вот так выглядит нормальная загрузка демки. Мы загружаемся, но при этом клиент еще авторизируется. Из-за этого отсутствуют иконки персонажей. И самое интересное, если мы зайдем в раздел со статистикой, то за место закупа будет игровой автомат. Через пару секунд прогружается основной аккаунт, и это пропадает. Я записал видео и посмотрел покадрово каждый предмет. И среди них были удаленные. Агрессия. Баффало урон на 5, 10 и 15%. Была удалена в 2017 году в 42-м патче. Жалко, что ее убрали из игры. Но это произошло не так и давно, поэтому я не удивлен, что она тут есть. Следующие 2 предмета уже поинтереснее. Сбор. Эта обилка добавляет еще плюс 15% к собранным аптечкам. Раньше аптечки дропались со всех устраненных персонажей по дефолту. После ее удалили, а потом решили преобразовать в талант Моджи атака лакомством. Стоила на 300 кредитов, а удалили ее в 2016 году, в 33-м патче. Охотник. Когда вы находитесь в кустах, то ваша скорость передвижения увеличивается на 30% и остается такой на 1 секунду после выхода из кустов. Ну, учитывая то, что кустики до сих пор в игре, и эта обилка тоже до сих пор в игре, то я могу предположить, что разработчики все-таки что-то хотят сделать с кустиками. В описании или в закрепленном комментарии я буду время от времени вести небольшой отчет о том, что из моих предположений сбылось, а что нет. Также у меня недавно что-то произошло с Паладинсом, и авторизация проходила минут 15, а то и 20. На первый этап ушло 10 минут. На второй, ну, примерно так же. При этом мне был доступен системный чат. Я запустил демку, она загрузилась. Но если любой из вас захочет это повторить, то в начале раунда этот баг с иконками и предметами будет длиться пару секунд, потому что в фоне у вас быстро пройдет второй этап. Но у меня ушло гораздо больше времени из-за проблем с интернетом. Поэтому отвечу на вопрос. А что будет, если выйти в лобби в этот момент? Кнопка не будет работать до тех пор, пока не пройдет второй этап. После этого вас выкинет на главный экран. Теперь давайте очень кратко подведем итоги, что мы узнали за это видео. Во-первых, все карты связаны в локации. Например, Ледниковая крепость, Остров храмов, Карьер,
замок Перекрестных Ветров, и на них есть отсылки. Но сейчас Хайреза удаляет их в новых реворках, как, например, с островом лягушек. А вот на обновленной ледяной часовне заменили такие отсылки, как ледяная шахта и ледяная часовня, на новые. Эти локации появились за счет того, что раздробили большие огромные карты. Удалили довольно классные карты. Аванпост, Морозная пещера, карта из обучения, скрытый храм. Также удалили город, но это произошло сразу в 2015 году, так что он не считается. В городе есть статуя, похожая на Дреджа. Удалили интересные игровые режимы. Режим с большой пушкой, режим, когда одна команда приходит раньше, про который Хайрезы хотят забыть и скрывают видео на канале, режим с порталами, различные PvE режимы, например Victorious. Из этого режима портировали гудок в Paladins Battleground, а потом и в Рейм Рояль. В Паладинсе раньше был дирижабль, который потом тоже перенесли в Рейм Рояль. Также удалили кустики, которые до сих пор есть в игре. До сих пор в игре остались старые грузы, старые обилки, например агрессия, сбор, охотник. Некоторые карты претерпели визуальные изменения. Змеиный пляж, первобытный двор, ледяные шахты, лесопилка, которая довольно кривая карта, и так далее. В локации замок Перекрестных Ветров есть предположительно 2 карты, которые еще не представили. Еще очень давно в файлах игры были найдены мини-карты, которых никогда не было в игре. Была еще старая анимация уничтожения карточек. За место отражений в игре используются статичные картинки. На карте Бездна и Порт Мародеров в отражении можно увидеть шпиль бездны. Также раньше был классный подход к звуку. Если я ничего не упустил, то на этом все. При просмотре этого видео могут нахлынуть ностальгические чувства. Из-за этого вы могли пропустить часть информации. Например, то, что Пеппер держит пушку безумного ученого. То, что я пересмотрел почти все ролики на официальном канале и сам нашел те моменты, где показывается новая лесопилка. То, что раньше Гровер мог переключаться, быть ему дамагом или же хиллером прямо в игре. Подобными деталями переполнено все видео, поэтому я рекомендую через некоторое время просмотреть его еще раз. Я очень сильно парился насчет качества, и чтобы избежать логических ошибок, было принято решение показать деморолик Денису, автору канала Mental and Pecan Lord. Кстати, наверное, проглядел тот момент один вот интересный. Я мог, потому что много информации тут такой, что я смотрю, нифига себе, паладины такими были, что ли? У меня сейчас мозг ломается, я вижу как бы карту знакомую, я вижу, как Пип садится на лошадь. Просто взрыв мозга, типа, что происходит? Вместо стандартного вот этого текущего груза там большая пушка. Я не могу. Конечно, обращал внимание на груз, типа, это нелогично ни хрена вообще. Даже, в том же Overwatch. Там ты либо сопровождаешь какую-то там машину с каким-то важным чуваком, наверное, я не знаю. Но я еще так... Я не помню, когда в последний раз вот, подобное видео смотрел, что прям это порвало шаблон. Жесть. На создание этого огромного видео у меня ушло более 4 месяцев. Это больше 120 дней. Мне приходилось собирать информацию из самых глубин интернета по кусочкам, чтобы получился единый пазл. Даже не знаю, с чем сравнить масштабы этого видео. Например, вот весь сценарий. Столько весит весь проект, а вот так он выглядит в Vegas Pro. Думаю, этих фактов достаточно, чтобы ты поставил царский лайк. И если тебе интересно мое творчество, то можешь подписаться на канал, включить колокольчик. Также у меня очень большая просьба. Поделись этим роликом с другом. Я уверен, что ему будет тоже интересно узнать, каким был раньше Паладинс. Хотелось бы выразить отдельную благодарность Авкапу и Пекан Лорду. Они помогали в создании этого ролика. Если ты считаешь, что это видео достойно твоей монеты, то можешь поддержать меня по ссылке в описании. И последнее. Если ты смотришь это видео на английском, то возможно могут быть какие-то ошибки в субтитрах или в описании. В этом случае напиши об этом в комментариях или вот в этой Google форме. Ну ладно, всем до встречи, всем пока.